Игра дронов Путина испытывает оборону НАТО. Если целью Владимира Путина было использовать утренний налет дронов на Польшу для проверки воздушной обороны НАТО, то российский президент, вероятно, весьма доволен результатом. И, как предупреждают эксперты, это, скорее всего, подтолкнет его к еще более дерзким действиям в будущем. Вторжение в польское воздушное пространство вынудило истребители НАТО подняться в воздух и сбить часть снарядов. Впервые с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину военный альянс под руководством США напрямую вступил в контакт с российскими вооруженными силами. Это знаменует опасную новую главу в конфликте, продолжающемся более 3,5 лет. Однако, как утверждают официальные лица, военные эксперты и аналитики, инцидент также показал, насколько Европа не готова к массовым воздушным атакам, которые Россия почти каждую ночь наносит по Украине, обнажая масштаб необходимых инвестиций для укрепления восточного фланга НАТО. Москва наверняка отметила, что мы до сих пор не извлекли уроков из того, с чем Украина сталкивается уже много лет, сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Мы абсолютно не готовы к этому, и теперь они у наших дверей. Ходжес подчеркнул, что Европе необходима многоуровневая, интегрированная система ПВО, способная оценивать масштаб приближающейся атаки и направлять соответствующие ресурсы, в отличие от вчерашнего утра, когда дорогостоящие истребители, такие как голландские F-35, были подняты для перехвата дешевых дронов. Это, очевидно, не было случайностью, учитывая количество дронов, отметил Ходжес. Это была репетиция. Разведка, чтобы выяснить, насколько хороши наши системы раннего предупреждения и какое наше время реакции. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что из примерно 19 дронов, вошедших в воздушное пространство страны, было сбито лишь около 4, тех, что представляли прямую угрозу. По данным польских военных, большинство дронов были ложными целями, которые Россия регулярно использует для отвлечения и истощения украинской ПВО перед последующими волнами ракет и вооруженных дронов. НАТО признало, что восточная система противовоздушной обороны является одним из слабых мест Альянса и требует срочных инвестиций в рамках обязательства увеличить национальные расходы на оборону до 5% ВВП в течение следующего десятилетия. Восточный щит обороны также является ключевым направлением новых инициатив по оборонным расходам, поддерживаемых ЕС. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса очень успешной и пообещал защищать каждый дюйм территории союзников, охарактеризовав инцидент как неединичный случай. Он добавил: «Нам нужно больше инвестировать, чтобы иметь все необходимое для сдерживания и защиты. Атака с применением дронов, ставшая частью масштабного удара по Украине с использованием беспилотников и ракет, последовала за предыдущими инцидентами, когда российские снаряды пролетали вдоль границ НАТО или кратковременно вторгались в его воздушное пространство, но не были сбиты». Представитель польской оборонной промышленности сообщил, что большинство идентифицированных дронов были иранские шахеды, не оснащенные боеголовками и использовавшиеся как ложные цели перед ракетными ударами по Украине. Польские официальные лица подозревают, что следующая волна вооруженных шахедов направлялась в западный украинский город Львов, а дроны Гербера были намеренно запущены в сторону Польши, чтобы обойти украинскую систему ПВО вокруг Львова. Туск сообщил парламенту, что несколько дронов были запущены с территории Беларуси, союзника России, который завтра должен провести масштабные военные учения вдоль границ с Польшей и Литвой. Польша и ее балтийские соседи находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед российско-белорусскими учениями «Запад». Эти учения, проводимые раз в 4 года, моделируют совместный ответ на нападение со стороны страны НАТО. Во вторник Туск распорядился о полном закрытии польской границы с Белоруссией в преддверии учений. Предыдущие версии учений моделировали возможный ядерный удар по Варшаве, а последняя итерация, проведенная в 2021 году, была частью наращивания российских войск и вооружений на западной границе, которая впоследствии использовалась для вторжения в Украину спустя несколько месяцев. Аналитики считают, что учение «Запад» в этом году преследует 3 цели:
проверить реакцию НАТО на провокации, такие как вторжение дронов, продемонстрировать, что, несмотря на военные неудачи в Украине, Россия все еще остается грозной боевой силой, и поддерживать состояние тревоги в странах НАТО, граничащих с Россией и Белоруссией. В последние дни российские официальные лица усилили риторику в отношении соседей по НАТО. Дмитрий Медведев, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности страны, обвинил Финляндию, члена НАТО, в провокационном курсе подготовки к войне с Россией. Бывший министр иностранных дел Литвы сравнил вторжение дронов с попытками диверсий, которые Россия осуществляла на территории Европы за последние 18 месяцев. Они пытаются навязать новую реальность, так же, как это было с гибридными атаками, когда мы фактически смирились с тем, что россияне действуют в странах НАТО и совершают вредоносные действия, сказал министр. Теперь представьте то же самое с дронами. Они делают это один раз, мы не реагируем, а затем происходит новая атака, возможно, не в Польше, а в Румынии или Литве.